Анна Андреевна Ахматова, живя в сложнейшую эпоху русской истории, когда, по ее слову, птицы смерти в зените стоят, ни на мгновение не отреклась от Родины. Хотя для нее и многих ее современников она, Родина, стала местом муки и казни. Поэт Максимилиан Волошин писал об этом так: «Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот, может быть, такой же жребий выну. Горькая, где-то убийца Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь». Не отреклись ни он, ни она, ни ее первый муж, поэт-воин Николай Степанович Гумилев, расстрелянный в ВЧК в 1921 году, ни ее сын, историк и культуролог Лев Николаевич Гумилев, дважды осужденный на каторгу в ГУЛАГе, ни Борис Пастернак, с которым она дружила до его самой смерти, ни многие-многие другие. «Птицы смерти» из стихотворения Ахматовой из цикла о блокадном Ленинграде. «Птицы смерти в зените стоят, кто идет выручать Ленинград». Птицы смерти распростерли по Ахматовой свои люциферовы крыла над Россией еще в начале века, когда великая держава поддалась ложным идеям немецкой закваски, ослабив все иммунные системы национально-духовного самосохранения, когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух высокий византийства от русской церкви отлетал, когда Приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, не голос был. Он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край, глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Скорбный дух Ахматовой – это дух матери у подножья распятия, как в ахматовском цикле «Реквием». Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал: «По что меня оставил?» А матери: «О, не рыдай мне!» Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Реквием был закончен Ахматовой в 1940 году, а в 1961 она добавляет эпиграф: «Нет, и не под чужим небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Она до конца была с моим народом, который в 20 веке на самом деле взошел на вершину Голгофы, вынеся все ужасающие испытания, обрушившиеся на него как извне, так и изнутри. Поэзия Ахматовой ближе всего как по структуре, так и по содержанию к русской народной песне. Этот парадокс сродства литературной русской дамы XX века с бабьими народными причитаниями заметил поэт Осип Мандельштам, погибший в ГУЛАГе в декабре 1938 года. Заплачки Ахматовой не лишают ее, однако, мужества истины русской души, проникнутой до воскресным страданием, но знающей цену этой чаши,
особенно в годину войны, когда все лики неба и ада обнажились. Так в стихотворении «Мужество» 1942 года мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Иногда кажется, что сама Ахматова, тонкая, высокоинтеллектуальная, ранимая дама, чудом сохраненная провидением для чуждой ей новой послереволюционной России, побаивается собственной музы, дарующей ей муку и откровение творчества, когда я ночью жду ее прихода. Жизнь, кажется, висит на волоске, что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке, и вот вошла. Откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты Ильданту диктовала страницы ада?» Отвечает: «Я». Но она, эта муза, диктует ей не только страницы ада, но и то, что сама Ахматова даже иногда не способна разобрать. Но это то, что и делает ее великим русским поэтом времен испытаний. А сам закат в волнах эфира такой, что мне не разобрать, конец ли дня, конец ли мира, или тайна тайн во мне опять. Эти строки, продиктованные ей в 1964 году, за 2 года до смерти, пророческие. Тайна тайн ее поэзии, откровение великой души, знающей, что единственно верное противоадие в мире, где Господь и Россия взошли на Голгофу, противоадие, удерживающая мир от окончательного падения в ад, – это любовь. Но сегодня, как никогда, это любовь к матери России. Вот почему так пророчески звучит сегодня клятва Ахматовой, продиктованная ей в 1941 году в Преневской столице, на которую набросились птицы смерти. И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся могилам, что нас покориться ничто не заставит. Ахматова.